Доброго времени суток. И добро пожаловать, дамы и господа. Добро пожаловать на наш Галактический экспресс. Кэм-кэм. Пардон, на Звездный экспресс в игре Star Rail. Итак, вас ждет долгое и увлекательное путешествие. Правда, за пределами данного видео. Так что устраивайтесь поудобнее на своих местах и согласно купленным билетам. Надеюсь, что зайцев на экспрессе не будет. Хотя нет, еще раз извиняюсь. У нас есть два зайца, и это довольно милые зайки. Но с ними мы познакомимся чуть позже. А теперь поехали! Хотя одна из них уже не совсем зайка, но все же полторы зайки звучит как полтора землекопа. Часть первая. Давайте знакомиться. Дань Хэн, Марси, Вельт Янг и, конечно же, Химика. Пам-пом? Почему ты на меня так смотришь? Я про тебя не забыл. Я как раз хотел про тебя рассказать, так что не надо на меня так смотреть. Итак, чтобы немного узнать о Пам-пом, давайте спросим об этом Вельта. Он очень много знает и всегда подскажет ответ на интересующий нас вопрос. Ну, почти всегда. Честно говоря, я не знаю, когда появилась Пам-пом. Вроде бы до того, как я попал на экспресс, или уже после. Пам-пам словно дух Звездного экспресса. Когда кому-то нужна помощь, Пом-пом всегда оказывается рядом, не стоит ее недооценивать. Пом-пом страшна в гневе, да-да, очень страшна. И об этом нужно было говорить раньше. Итак, кроме всего сказанного ранее, следует добавить, что Пом-пом это кондуктор и проводник Звездного экспресса, и она та самая зайка, которая будет нашим постоянным спутником в этом путешествии. И также та, к кому мы будем чаще всего обращаться. Как видите, она не только выдает награды за уровень освоения, но и можно получить некоторые квесты, как временного характера, так и обычные квесты. И не нужно забывать, что, кроме всего прочего, Пом-пом о нас очень сильно беспокоится. Это может свидетельствовать даже сообщение, которое она нам прислала. Она предупреждает нас, что легко спится, когда идешь в одиночку по пути роста. Надо разумно обратиться за советом к старшим. Их огни, что маяки в ночном океане, их ничем не заменишь. Так что, может, она имеет в виду себя, ну, позже она, конечно, написала, что это опечатка, и сбиться, а не спиться, но все же. И как я говорил мистер Вельт, лучше ее не злить. Раз уже заговорили о Вельте, можно продолжить знакомство с экипажем с него. Наш постоянный попутчик – дедушка Вельт Янг. С его слов, он был обычным белым воротничком и работал дома концепт-художником в анимационной студии. Как он сам говорит, силы ему достались от старого знакомого, и с этой силой он уже унаследовал его желание. Благодаря своей силе он может скопировать все, если понимает принцип работы. Вельту бы еще сказать при этом Трейс он, и его сила мне бы точно кое-кого напоминала. Дома его ждут дорогие ему люди, о которых он беспокоится и надеется к ним вернуться. Но так как глупо мотаться по вселенной сломя голову в поисках дороги домой, он решил остаться на экспрессе и с его помощью найти дорогу назад. Он попросил Герту отправить к нему домой сообщение, чтобы семья о нем не беспокоилась, если они получат сообщение, конечно. А на данный момент семья и друзья для него – это экипаж экспресса. Что же касается врагов, то со старыми он разобрался, но зато тут нашел новых. Вельт – это имя, которое он принял вместе с силой от своего знакомого.
Настоящее имя Вельта — Йоахим Ноакиан Виртанен, и вскоре ему должно исполниться 80 лет. Если вам повезет получить его в свою команду, то более подробная история о том, как он сюда попал, должна открыться, когда персонаж достигнет 80 уровня. Если предположить о настоящей цели Вельта, то это может быть защита химика из этого мира. Но это уже другая история. А чтобы рассказать о его полной истории из прошлого мира, то это будет огромная статья, а не небольшое интервью на несколько минут. А так как мы вспомнили химика, то продолжим разговор о ней. Хозяйка Звездного экспресса — химика. Или тетя химика, как звала ее Киана в школе Святой Фрей. Но это было в другом мире. Здесь же мы видим элегантную и загадочную женщину, путешествующую на Звездном экспрессе в погоне за своей мечтой. И для нее эта важная мечта подобна пламени, что сжигает ее жизнь. Поэтому Вельт и описал ее как пламенную страсть и как палящее солнце. В этом мире она также ведет своих учеников, только теперь это команда Звездного экспресса. Она также наставляет и учит их урокам жизни на дорогам к звездам и новым приключениям. Теперь чаще оставляясь наблюдателем, веря в их силы. И на пути терний и опасностей она вместе с Вельтом помогает им только в крайних случаях. Это создает контраст, где в том мире она выглядела как боевая тетя, валькирия, защищающая своих учеников от огромной опасности, с огромным мечом наперевес, раскидывая врагов направо и налево. А в конце, ценой своей жизни, провела последний урок, изменивший жизни многих. Такой ее помним мы, такой ее должен помнить и Вельт. И как сложится ее судьба здесь, покажет лишь время. А сейчас она мне очень напоминает Эден из Flame Chasers. И согласитесь, что определенные сходства в поведении есть. Если Эден часто можно было увидеть с бокалом вина в руке, то химика предпочитает кофе. И правильно, негоже ведь учительнице пить вино перед учениками. Это плохой пример. Но что мы все о прошлом и о прошлом, нужно также помнить и о настоящем. А в настоящем хозяйка Звездного экспресса также не беззащитна. Эта элегантная огненная роза не лишена шипов, как и все прекрасные цветы. Она бывает задумчивая и мечтательная, но при встрече с врагами может о себе позаботиться. В элегантной и грациозной манере любой, кто станет ее на пути, будет повержен и отправлен восвояси. А если придет кто-то, с кем подручными методами не совладать, то незачем беспокоиться. Лучше выпить чашечку кофе, и пусть враг подождет. А потом нужно вернуться на экспресс, чтобы дальше сопровождать своих учеников и направлять их. И продолжить путешествие, следуя за мечтой. А сейчас март 7, так как вечно серьезный Даньхэн опять прячется. Кстати, в плане характера она его полная противоположность. Март – жизнерадостная, веселая девушка и любит фотографировать, и именно на фотоаппарат. Фото ей нужны на тот случай, если она снова попадет в лед, так как именно они станут ее воспоминаниями. Как она сама рассказала, когда ее нашли, она была заключена в шестифазный лед, и по дате разморозки дали ей имя – Март 7. А пока все. Для начала нашей космооперы этого вполне хватит. Что ж, теперь ко второй части видео. All passengers, please return to your seats.
The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. Начнем же путешествие. Так, это... назад. Нет, тогда вперед. Куда-нибудь. Так, где приключения? Люди, вытащите меня отсюда! И тут бы появился умный кролик и сказал: ну что, он застрял. Теперь ждем неделю, не меньше. Да, я действительно застрял. На этом многострадальном видео. А все было хорошо, пока меня не посетила идея о том, как сделать еще лучше. Но вышло, как у нас бывает, все как всегда. После этого был взять небольшой перерыв на прочтение пары умных книг о правилах монтажа, что дало осознание о многих вещах, которые делались как правильно, так и неправильно. Особенно в том, как я записывал голос. Послушал себя внимательно и нахожу, что там сказал не так, там окончание слова исчезло и так далее. Я осознал, что переделывать придется немало, настроение резко ухудшилось. А потом пошло много-много дублей. Фу-фу-фу. Как говорил один человек, если ты не покажешь сделанное людям, то так и не узнаешь, насколько все плохо и что нужно исправлять. Так и появилась эта первая часть видео. Была мысль сделать превью ко второй части с нарезкой из красивых динамических сцен, но не судьба. Об этом лучше расскажу в следующем видео, как и свое мнение по игре.